Следующий дом – дом башни. И смотрите, башня падает над домом башни. Что-то важное сейчас мы узнаем о твоей карьере, статусе, эго. Вот куда ведет тебя твой рост, твое эго. А твое эго и твоя дорога в карьере ведет тебя в лабиринт. Ты запутаешься, ты запутался, запуталась. Почему так? Давайте спросим, уточним. Почему так? Причина. Возможно, дело не в карьере, а возможно, дело в свободных, легких отношениях. Возможно, дело не в карьере, а в счастье, в простом женском счастье или в мужской щедрости. Если ты женщина, тебе не хватает внимания. А если ты мужчина, тебе, скорее всего, не хватает легкости и щедрости. Услышь это, карьера здесь не важна. Не так важна. У Вселенной свои планы на вас. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний наш общий расклад Таро будет особенным. По домам табло Ленорман, где каждая из 36 карт Таро откроет свой дом судьбы и покажет, какие перемены уже начались в вашей жизни, какие назревают и куда ведет вас Вселенная. Прямо сейчас, а вы не догадываетесь, настраиваетесь на себя, на свою личную жизнь, на свою ситуацию, на свою энергию. И мы начнем с дома всадника. И я хочу посмотреть и задать вопрос, какой вестник судьбы уже идет к вам и что начнет движение и принесет первые знаки перемен. В вашу жизнь идет клевер. Клевер говорит о том, что вестником вашей судьбы будет сама судьба. Уже сам факт того, что вы пришли на этот расклад, говорит о том, что вы чувствуете эти перемены, вы чувствуете эти знаки в дуновении ветерка, в первых лучиках утреннего солнца или, возможно, в листьях, которые летят, падая с деревьев, или, возможно, в полете птицы или в лае собак. Первые знаки перемен вам несут знаки, и ваша возможность их чувствовать, их замечать. Вы замечаете знаки, и это является первым вестником больших и серьезных перемен в вашей жизни. Окей. Хорошо. И смотрите, очень символично, что в первом доме о переменах лежит клевер, а рядом следующий дом, дом клевера. Вот давайте посмотрим, в чем тебе улыбнется удача. Может быть, какое-то случайное событие изменит ход твоей судьбы. Ну, во-первых, удача тебе улыбнется там, где ты ищешь. Но для того, чтобы тебе это найти, естественно, тебе нужно быть более внимательным. Соответственно, случайное событие, которое изменит ход твоей судьбы, это тот момент, где ты будешь к чему-то присматриваться, прислушиваться и более углубленно изучать тот вопрос, который требует повышенного или пристального внимания или каких-то знаний от тебя, где ты можешь их применить на практике. Давайте посмотрим, в чем именно это может проявляться. И опять смотри углубление. Смотри, вот тебе улыбнется обязательно удача там, где ты чувствуешь, где твоя интуиция тебе подсказывает, и там, где ты глубоко копаешь. Например, ты чувствуешь, что у тебя есть какое-то качество, дар, внутренний, твой личный дар, и ты его развиваешь. Или тебя ведет интуиция туда, где тебе интересно, и где тебе любопытно, и где тебе до жути, возможно, интересно, да, загадочно, может быть, где-то мистически, а может быть, ты просто углубился в какой-то процесс, например, может быть, ну, не знаю, в чем ты преуспел, да, или во что ты успел погрузиться, можешь написать в комментарии. Например, может быть, ты Таро смотришь, или ты изучаешь какой-то процесс и так далее. Может быть, кроссворды разгадываешь. Но, тем не менее, здесь могут быть и чувства отношения, то есть тебе может повести в отношениях, но может повести в любом процессе, к которому тебе лежит душа. Окей.
Следующий дом, насколько меня не изменяет память, дом корабля. Вот дом корабля, куда направляется твой путь? Куда ты держишь путь? Куда ведет тебя судьба? И какие дороги, может быть, переезды или движение, какое движение будет судьбоносное? Тут нужно понимать, если ты сейчас в доме, то дорога из дома для тебя станет судьбоносной, а если ты не дома, то дорога домой для тебя станет судьбоносной. Ну и, естественно, карта дома – это карта любимого мужчины, поэтому движение и дорога к любимому мужчине для тебя станет совсем скоро судьбоносной. Интересно. А следующий дом у нас 4-й, дом дома как раз. Да? Видите, как рядом карты падают? Возле дома клевера – клевер. Возле дома дома – дом. Какая перемена коснется твоего личного пространства, семьи, ну или, может быть, основ твоей жизни? Что-то в твоей жизни должно прекратиться, и в твоей семье что-то должно закончиться. Но и перемена с решением какой-то проблемы. Поэтому в твоей семье и в основах твоей жизни существует какая-то проблема, которая достаточно трудно решаема. И вот, решив эту проблему, ты изменишь свою судьбу, и это коснется твоего личного пространства, семьи и основ твоей жизни, в том числе и твоей матрицы судьбы. Окей. Следующий дом – дерево. И вот давай вот посмотрим по дереву, вот что укрепится, исцелится в тебе. Вот какие корни судьбы вновь дадут тебе рост. Корни судьбы – это твой ребенок. Если у тебя нет детей вдруг, общий расклад у нас, то твой внутренний ребенок. Поэтому в твоей судьбе тебе даст рост твой внутренний ребенок, или тебя порадуют твои дети, если они у тебя есть. Может ли быть здесь рождение ребенка? Ну, потенциально да. Может быть, это ребенок, могут быть внуки и так далее. Естественно, тебе желательно закрыть предыдущую проблему, чтобы появился ребенок. Да? То есть, как бы, ребенок – это рождение всегда нового, это неожиданность. А гроб – это проблемы. Поэтому, уладив проблемы в доме, ты получаешь бонусом эту карту себе. Да? Дом облаков, 6-й дом или дом туч. Что сейчас скрыто за пеленой неясности? И где судьба проверяет тебя на веру? В чем судьба проверяет тебя на веру? Ну, как говорится, сейчас скрыто за пеленой неясности твой друг или твоя подруга, и судьба испытывает тебя с твоим другом, ну или подругой. Окей. Хорошо. Давайте теперь перейдем в дом 7, да, у нас получается 7-й, дом змеи. И вот кто или что проверяет тебя на зрелость, на мудрость? Вот где то испытание, которое открывает в тебе силу? Ну, во-первых, тебя проверяет на мудрость тот человек, который тебя обманывает. Но также открытие твоей социальной роли или социальной маски является для тебя актом силы. Поэтому смотри, если взять испытание для тебя, то тебе нужно снять маску с себя и изменить социальную маску. А по сути, тебя проверяют на зрелость и мудрость люди, которые с тобой нечестны. Давай спросим, кто этот нечестный человек? Или, может быть, давай так и спросим. Ну, нечестный человек – это король трефовый, это чаще всего овен, это чаще всего стрелец и лев, но этот человек, это мужчина, скорее всего, это мужчина, который ведет себя скрытно, неясно, может быть, нечестно, неискренне и не открывается тебе. Мы заходим с вами в дом 8. Дом 8 – это дом гроба, и
Вот давай спросим, что завершается в твоей судьбе, чтобы уступить место новому циклу? Или что должно завершиться? Ну, у женщины завершается мужчина. У мужчины могут завершиться чувства и волнения. Да, чувства, волнение, судьба. Поэтому что-то связанное с мужчиной, а у мужчины это волнение, чувства и судьба. Окей. Следующий дом, дом букета. Вот что станет твоим вознаграждением после долгого пути? И вот какая радость идет навстречу? Вознаграждение и радость. У тебя открываются возможности, и у тебя открывается как будто бы дверь, коридор возможностей, может быть, череда возможностей. По сути, твоим вознаграждением станут развязанные руки и исполнение желаний, но только к тем желаниям или тех желаний, которым у тебя лежит сердце. Но и особо это может касаться и мужчины, и отношений, и семейной ситуации. Есть такие карты. Навстречу идет хорошая возможность, которая касается дома, семьи, отношений и чувств, и твоих желаний. Вот дом косы. Что судьба отсечет из твоей жизни резко, но это будет во благо. И где произойдет или в чем произойдет судьбоносный поворот? Ты знаешь, или у тебя есть сильный враг, и он отпадет у тебя, либо ты потеряешь на какой-то период силу, и благодаря тому, что ты будешь слаб или слаба, в твоей судьбе произойдет судьбоносный поворот благодаря потере силы или потере сильного врага. Окей, следующий дом – дом метлы. Вот что требует очищения, да? Причем сильного очищения и прекращения, потому что здесь гроб, ребенок и сила, да? Что требует очищения, освобождения и с какими, может быть, внутренними противоречиями пора тебе разобраться, потому что здесь ребенок, медведь и гроб – это внутреннее противоречие. Тебе нужно разобраться со своей свободой, со степенями своей свободы, с важной поездкой, переездом, возможно, с путешествием. И что требует очищения, освобождения по кораблю? Тебе нужен путь, спокойный путь. И тебе нужно разобраться, нужны ли тебе вообще отношения. Возможно, требует очищения и освобождения твой способ и путь отношений. Вот так. Хорошо, а вот давай теперь зайдем в дом птиц и посмотрим, о чем говорят знаки, слова, разговоры вокруг тебя. Что несет судьбоносное известие? А вот смотри, знаки, разговоры вокруг тебя и, может быть, какие-то слова, они опасны. Они говорят об опасности, они говорят об угрозе. И судьбоносное известие может быть для тебя угрожающим. Оно может исходить от женщины. Особенно, если это женщина огненной стихии. Лев, овен или стрелец. Что новое входит в твою жизнь в доме ребенка? И, может быть, это идея, проект, встреча, шанс, рождение новой версии тебя. В твою жизнь входит что-то важное. И это будет, скорее всего, цель, важная цель. Важная мечта, важный ориентир, важный указатель, маркер, важный мужчина, ну и достижение цели. Хорошо. В доме лисы.
где судьба проверяет твою интуицию и проницательность. Вот что нельзя упускать из виду? В доме лисы из виду нельзя упускать то, что тебя могут ограбить, обворовать, обмануть или что-то забрать или похитить. То есть тебя нельзя упускать из виду потери, кражи и разорения. Ну, поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть. Возле тебя, возможно, есть хитрый мужчина, здесь очень мужские карты, который несет потенциальные потери для тебя. Попытайся это учесть. Дом медведя. Рядом, кстати, медведь и ключ. Вот какая сила пробуждается в тебе, чтобы защитить и укрепить твои позиции? Сила переговоров, сила общения, сила считывания информации и сила обмена информацией. Также, возможно, у тебя появятся силы не волноваться и не тратить свою энергию на посторонние или пустые колебания. Дом звезды или звезд. Вот какое предназначение начинает светить ярче? Что открывается из высших планов судьбы? Высшие планы судьбы – это отсечение от себя всего ненужного. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше для тебя. Поэтому твое предназначение – отсекать. Принцип бритвы Акама для тебя станет в ближайшем будущем самым важным и главным. Поэтому не бойся отсекать, освобождать и расчищать себе дорогу в новое будущее, в новое чистое пространство. Хорошо, следующий дом – это дом Аиста. И давай спросим, вот какие изменения неизбежны, что обновится в тебе и вокруг тебя. Ну, изменения у женщины неизбежны, и вокруг тебя обновится женская энергия. В тебе обновится женская энергия, и, возможно, женщина или женщины вокруг тебя обновятся. Может быть, это женский коллектив, который ты успешно отсечешь, особенно если он токсичный и не дает тебе свободы, и ты на него тратишь много сил, а он приносит тебе много проблем и неприятных неожиданностей. Особенно если среди этих женщин кто-то прикидывается тебе другом или подругой, но таковой не является. Хорошо. Дом собаки. Кто рядом с тобой? Союзник, наставник или тот, кто приведет к судьбоносным переменам? Рядом с тобой тайна и человек скрытный. Рядом с тобой магия. Тайна, скрытный человек и магия приведет тебя к судьбоносным переменам. Интересно. Следующий дом – дом башни. И смотрите, башня падает над домом башни. Что-то важное сейчас мы узнаем о твоей карьере, статусе, эго. Вот куда ведет тебя твой рост, твое эго. А твое эго и твоя дорога в карьере ведет тебя в лабиринт. Ты путаешься, ты запутался, запуталась. Почему так? Давайте спросим, уточним. Почему так? Причина. Возможно, дело не в карьере, а возможно, дело в свободных, легких отношениях. Возможно, дело не в карьере, а в счастье, в простом женском счастье или в мужской щедрости. Если ты женщина, тебе не хватает внимания. А если ты мужчина, тебе, скорее всего, не хватает легкости и щедрости. Услышь это, карьера здесь не важна. Не так важна. И вот интересно, рядом с домом башни следующий дом сада, а рядом букет. Давайте посмотрим, какой новый круг людей и событий откроет для тебя, откроется, да, судьбой. Вот где живет признание и движение вперед. А признание и движение вперед ждет тебя в отношениях с мужчиной. Если твой начальник мужчина, то в отношениях с мужчиной ты достигнешь не только отношений, да, а еще и развития в карьере. Ну, а у мужчины мужская самореализация и чувство собственного достоинства, да, то есть если взять вот этот вопрос, да, посмотреть с точки зрения, где ждет тебя признание, да,
для мужчины. Для мужчины это чувство собственного самоутверждения и важности, да, вот собственной гордыни и чувство собственной значимости, давайте так скажем. Где лежит в доме горы, да, вот дом горы следующий, где лежит главное препятствие на пути перемен, и, может, как ты сможешь его преодолеть? Ну, смотри, главное препятствие мы не можем сейчас предугадать с тобой. Их будет, знаешь как, их может быть и много, а может быть и мало. Здесь важно не где оно лежит, а важно, как ты будешь пользоваться случаем. И вот смотри, вокруг тебя по поводу препятствия, да, ну, тебе нужно полагаться, во-первых, на случай и на интуицию, чтобы преодолевать препятствия. А с другой стороны, тебе поможет мужчина и общение с человеком, которого ты слышишь, понимаешь, с которым ты говоришь на одном языке, и тот мужчина или тот человек, которому ты доверяешь и которого ты чувствуешь, что он тебя не обманывает. Вот так вот. Хорошо. Дом перекрестка или дом развилки. Какой судьбоносный выбор тебе предстоит? Вот где перекресток, от которого зависит все? Все будет зависеть от того, как ты пользуешься информацией, как ты ее передаешь, как ты фильтруешь информацию коса, как ты пользуешься случайной информацией, и как ты умеешь писать и общаться с важными для тебя людьми в судьбоносный момент рядом кости. Окей? Окей. Мы сейчас переходим в дом крыс, и давай спросим, вот что уходит, теряется, истощается, чтобы освободить место для нового? В чем есть истощение или потери? Ну, истощается здоровье. И тут вот у нас был момент, где медведь говорил о том, что ты можешь потерять силу и научиться ее ценить. Поэтому смотри, ты рискуешь потерять здоровье и связи с родственниками, но это освободит тебе пространство для движения вперед. Возможно, ты начнешь ценить родственников или свое собственное здоровье. Мы ценим обычно всегда то, что теряем, так устроен человек, да, но тем не менее дерево говорит о родственниках и о здоровье. Дом сердца. Вот какая перемена происходит в любви? Вот что открывает твое сердце навстречу своей судьбе? Зарождается новый роман, но, возможно, тебя ждет чтение старого. Здесь нужно понимать, готов ли ты или готова ли ты отсекать предыдущую главу, да, и переходить к новой главе, или к новой книге, или к новому тому. Но вот в доме сердца, в любви, да, в доме сердца, перемены в любви – это чтение романа, да, и здесь нужно понимать, готов ли ты читать тот роман, который тебе не ясен до конца, и который так затянулся надолго, да, то есть, ну, по сути, с одной стороны, это может быть продолжение прошлого, а с другой стороны, это может быть начало чего-то нового, поэтому в доме сердца здесь нужно будет, может быть, где-то взять паузу, чтобы отложить и переосмыслить чтение того романа или тех отношений, в которых вы находитесь сейчас. Вот такой поток идет. Хорошо. Следующий дом – это дом кольца. Вот что изменится в обязательствах, договорах, отношениях? Может что-то обновиться? Изменится отношение с королем Бубновым, и изменится отношение, финансовые отношения изменятся. И эти отношения финансовые, они касаются мужчины, возможно, от которого вы зависите. Это может быть как начальник, так и тот мужчина, от которого напрямую зависят ваши финансы. То есть в отношениях с мужчиной, с которым у вас есть финансовые дела, произойдут перемены. Что произойдет? Хорошее или плохое? Карта неплохая. Рядом букет и мужчина. Это говорит о том, что, скорее всего, у вас что-то наладится. Но перемены будут. Дом книги. Какое знание или тайна, вот какое знание или тайна изменит
твое восприятие мира. Ваше восприятие мира поменяется, когда вы найдете способ преодоления того препятствия, которое у вас есть в отношениях с мужчиной и в финансах. Поэтому вот, если взять дом книги, да, то ваше восприятие мира перевернет преодоление какой-то очень серьезной трудности, связанной с мужчиной, с деньгами и в отношениях. Мужчина может быть и на работе, да, и, ну, и дома, да. И вот мы заходим в дом письма. Как раз рядом письмо. Вот какая весть, документ, сообщение принесут поворот в твоей судьбе? Знаешь, здесь перекресток. С одной стороны, документ о перекрестке – это документ о переезде, это какой-то билет. Но тебе нужно выбрать. Ты знаешь, новости, документ, он касается выбора направления твоего пути. Куда тебе идти, направо или налево? Вот неважно, какая весть и какой документ, да, принесут поворот в твоей судьбе. Но эта новость и этот документ поставят тебя перед выбором, и тебе придется выбирать, тебе направо или налево. Поэтому у тебя будет как минимум 2 варианта или несколько вариантов. Поэтому это несколько документов, может быть несколько новостей или сеть документов, череда новостей. В принципе, это неоднозначный документ, или вправо, или влево. И тебе, возможно, придется действовать наугад, здесь еще и кости. И, знаешь так, возможно, тебе придется действовать без новостей и без документов. Вот так. Почему-то вот так идет. Или будет неоднозначная ситуация, и ты будешь действовать на свой страх и риск. И вот мы переходим к дому мужчины. Какая мужская фигура или энергия действия играет ключевую роль в твоих переменах? Ой, здесь долгожданный человек. Во-первых, это энергия времени. То есть, по сути, ключевую роль в твоих переменах играет мужчина, которого ты долго знаешь. Вот почему-то у меня так. Ну и которого ты, может быть, готов или готова, да, больше, готова долго ждать. То есть это твое терпение, энергия выдержки и терпения. Но если взять мужчину, который играет ключевую роль в твоих переменах, которого ты долго знаешь. Вот так. Ну, по-другому часы я здесь никак не могу. Ну, или долго ждешь, да. Все-таки так. Хорошо, дом женщины, следующий дом. Какая женская энергия или твоя внутренняя интуиция направляет события судьбы? А вот женская энергия должна быть просто чистой. И я уже говорил, тебе нужно отсекать от себя все лишнее, поэтому это энергия, чистая энергия, дающая возможность женщине отсекать от себя все ненужное и пользоваться только тем, что под рукой, не ища себе другое. Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое, да, вот как-то вот так. Или omnio meo me comporto, да, все свое ношу с собой. Если взять метлу, то это способность отсекать и, например, делать чистки и обладать чистой энергией. Если вы уже сделали чистку, прекрасно. Если еще не делали, возможно, долгожданная чистка даст вам больше ясности, как преодолеть проблемы, препятствия с мужчиной, с деньгами и с будущим, да. Ну и с будущими отношениями. Дом лилий. Что принесет тебе умиротворение и внутренний баланс после идеального шторма перемен? Способность пользоваться своим опытом. То есть ты станешь опытнее и применишь свой опыт выживания в идеальном шторме в будущем. Поэтому ты станешь более спокойно относиться к своим способностям, к своей выдержке, к своему умению добиваться и охотиться, получать свое и достигать успеха. Поэтому ты получишь, ну, как говорится, скилл, да,
к своей карме или к своей судьбе. Поэтому умиротворение тебе принесет осознание своего опыта, ума, и будешь говорить: боже, какой я красавчик или какая я красавица, какой я умничка и какой я хитрый лис, что обманул саму судьбу, да, и смог выжить, и смог добиться своего в этой ситуации. Хорошо, следующий дом – дом Солнца. Вот что станет твоим успехом, победой, ясностью, которые дарит тебе судьба? Ну, посмотри, ты сможешь сдвинуть с мертвой точки или с места то, что долгое время, стояло вот на месте, да, допустим, поехать куда-то, переехать или изменить то, что тебе долго не удавалось изменить. Но это может касаться чего угодно в жизни, в том числе и мужчины, да, отношений с мужчиной. Как раз здесь мужчина рядышком. Ну и якорь, горы, то есть ты преодолеешь препятствия. Может быть, не так легко, как тебе кажется, но ты, скорее всего, его преодолеешь, чем останешься на месте. Поэтому твой успех – это отрыв или сдвиг с мертвой точки, да, или выход из тупика в том числе. Дом Луны. Вот как проявится вдохновение, интуиция, эмоциональное пробуждение в будущих переменах? Ты реализуешь свою мечту, тут прошлое и будущее, и сможешь перенести свою мечту и себя туда, куда ты хотел. То есть, смотри, вдохновение твое реализуется там, где ты хотел, и с тем, что ты хотел. Это может быть как живое, так и неживое, да, то есть как материальное, так и живое. Давай так. Ты сможешь связать свое прошлое и будущее так, что это станет неким компромиссом как для тебя лично, так и для самого дорогого в твоей жизни. По-другому здесь мосты я никак не продиктую и не прочитаю. Следующий дом – дом ключа, и здесь как раз перекресток. В чем заключается главный ответ судьбы для тебя? Вот что именно откроет дверь к новой жизни? Дверь к новой жизни откроет твой путь, твоя настойчивость, твой выбор, твой риск и твоя мечта. И твоя чистота внутренняя. Ты не должен, ты просто обязан быть чист, как поцелуй ребенка, который ведет тебя к твоей мечте. Главный ответ судьбы – иди своим путем, выбирай свой путь на свой страх и риск, разрывая с прошлым, бери с собой все самое необходимое и самое лучшее, не застопаривайся на месте, не зависай, и время играет тебе на руку. Твоя чистота и твой опыт тебе понадобятся, помогут и, возможно, избавят тебя от каких-то кармических узлов, а возможно, каких-то кармических болезненных ситуаций. Ты идешь путем очищения. Дом рыб. Какие потоки изобилия и возможностей уже движутся к тебе? Поток изобилия и возможностей, он для тебя будет божественный. Это успехи в твоих любых начинаниях и продолжениях. Вообще это бизнес, но у тебя будет возможность и в бизнесе, и в работе, и в игре, и с мужчиной, и с женщиной. Но самое главное – это эго и самореализация. Поэтому свое эго ты точно сможешь потешить. Поэтому это божественный поток изобилия и возможностей. Главное его не проспать. Поэтому поставь будильник, чтобы не проспать поток изобилия и возможностей. Дом якоря. Что укрепится навсегда и станет твоей стабильной точкой опоры? Навсегда укрепится союз, контракт, договор, и, конечно же, брачные узы. Это ли не прекрасно? И дом креста. Какое судьбоносное завершение
закроет старый путь и освободит тебя для нового предназначения. Судьбоносное завершение ты должен определиться с целью. И когда твоя цель будет определена и поставлена, ты никогда не собьешься с верного пути. Потому что этот путь – путь сердца. Он ведет к божественному изобилию и замыканию порочного круга кармических испытаний, в котором твоя новая судьба и новая жизнь будет сиять, как солнце і як золото Бога. Світла вам та вашому Всесвітові. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Почуємось. Па-па.